Приветствую вас, друзья! Это канал Откровения, канал о вере в Иисуса Христа и в Его спасение. Я напомню, что в нескольких последних программах говорилось о том, что вся история существования мира может быть разделена на семилетние циклы, в которых седьмой год – это год Шмиты, год покоя земли. Год Шмиты идет от осени до осени, от Рош ха-Шана до Рош ха-Шана. И в прошлой программе говорилось о том, что последнее семилетие мира, которое мы привыкли называть 70-й седьминой, может соответствовать этому последнему семилетнему циклу, идущему от осени до осени. Последнему семилетию перед наступлением седьмого тысячелетия, как царство Иисуса Христа. И в комментариях к последней программе звучало много вопросов о том, что седьмины, описанные в пророчестве Даниила, идут не от осени до осени, а от весны до весны. Потому что в нем сказано, что по истечении 69 седьмин Христос был предан смерти. А мы знаем, что Иисус был распят в Песах, то есть весной. Значит, и все предыдущие седьмины шли с весны до весны, примерно с Песаха до Песаха. И последняя седьмина будет идти с Песаха до Песаха. Но такой ли смысл имеют слова, сказанные в пророчестве о 70 седьминах? Сначала давайте посмотрим, что вообще такое седьмина. Так переведено слово «неделя». Седьмина – это неделя как период времени. Это 7 дней, или это 7 лет, или это 7 тысячелетий. Это отрезок времени, который может состоять из дней, из годов или из тысячелетий. Ведь сказано, что у Бога один день как 1000 лет. Какие могут быть периоды времени? Первая строка – это дни. Еврейская неделя начинается в воскресенье, это первый рабочий день, а пятница – последний. Суббота – это 7-й день, шаббат, день особый из всей недели. Следующая строка – это годы. Годы семилетнего цикла, как неделя или седьмина или 7 лет, идущие от осени до осени, от Рош ха-Шана до Рош ха-Шана, от первого дня 7-го месяца Тишрея до 29-го Элула. И 7-й год тоже особый, это год Шмиты. Третья строка – это тысячелетие. У Бога один день как 1000 лет. Первые 6000 лет сегодня подходят к концу. Это время мира сего. И до их окончания, возможно, остается последний семилетний цикл с 2022 по 2029 год. А 7-е тысячелетие – это благословенное царство Иисуса Христа, также время особое. В пророчестве Даниила о 70 неделях или седьминах, предназначенных для Израиля, речь, конечно, идет о годах. То есть все пророчество разделено на 70 семилетних циклов, 70 частей по 7 лет. Так как пророчество о 70 седьминах дано и предназначено только для народа Израиля и касается только народа Израиля, то и рассматривать надо еврейский год, который идет от Рош ха-Шана до Рош ха-Шана. Последний год Шмиты в Израиле шел с Рош ха-Шана 2021 по Рош ха-Шана 2022 года. С 26 сентября 2022 года начался новый семилетний цикл, новая неделя, новая седьмина, которая окончится годом Шмиты, 7-м годом, который будет идти с Рош ха-Шана 2028 по Рош ха-Шана 2029 года. И, возможно, завершит всю 6000-летнюю историю мира. После чего с Рош ха-Шана 2029 года начнется следующий еврейский год, 6001. И особый тысячелетний цикл, 7-е тысячелетие, царство Иисуса Христа. После того, как мы увидели, что же такое неделя, посмотрим на пророчество Даниила, где и сказано о неделях или о седьминах, как о семилетних циклах, идущих у евреев от Рош ха-Шана до Рош ха-Шана. Пророчество о 70 седьминах дано в 9 главе книги Даниила, где в самом начале сказано: «Я, Даниил, сообразил по книгам число лет,
о котором было слово Господне к Иеремии пророку, что 70 лет исполнится над опустошением Иерусалима. 70 лет после опустошения Иерусалима евреи пробыли в Вавилонском плену. И Даниил, понимая, что время их пленения подходит к концу, слезно молится Богу о прощении народа Израиля и города Иерусалим. К нему посылается архангел Гавриил, который и открывает ему предопределенную судьбу народа Израиля и Иерусалима после Вавилонского пленения, что 70 седьмин определены для народа твоего и святого города твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззакония, и чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были видения и пророк, и помазан был святой святых. Вот для чего предназначены эти 70 семилетий. Во-первых, мы видим, что эти 70 семилетий предназначены для народа Израиля и города Иерусалим. Во-вторых, что по прохождению этих 77-летних циклов будут покрыты все преступления народа Израиля и города Иерусалим, запечатаны все их грехи и заглажены все их беззакония. Будет приведена правда вечная и запечатаны все видения и пророчества, сказанные о народе Израиля и Иерусалиме. И на свое царство будет помазан Царь царей и Господь господствующих, Иисус Христос, Иешуа, Мессия и Единородный Сын Божий. Вот о чем говорит это пророчество. Исполнилось ли оно полностью? Конечно, нет. Потому что оно исполнится только в конце этого мира. Разве все преступления, грехи и беззакония Израиля покрыты, запечатаны и заглажены? Разве все пророчества и видения исполнились над народом Израиля и городом Иерусалим? А как же великая скорбь, бедственное время для Иакова? А как же слова о том, что восстанет иной и против Всевышнего будет произносить слова и угнетать святых Всевышнего? Даже возмечтает отменить у них праздничные времена и закон, и они будут преданы в руку его до времени, времен и полувремени. А как же пророчество о Гоге, которого Бог приведет на горы Израилевы в конце времен? А как же то, что язычники в конце времен будут попирать святой город Иерусалим 42 месяца? Ничего из этого еще не исполнилось. Все это еще впереди для народа Израиля и для города Иерусалим. А потому 70 семилетий, предназначенных для прощения Израиля и помазания Мессии на его царство, еще не прошли. И то, что многие говорят о том, что все 70 седьмин из этого пророчества уже прошли и окончились почти 2000 лет, это заблуждение. Разве Израиль принял своего Мессию, Иешуа? Разве они уже узрели того, которого пронзили? Нет, народ Израиля до сих пор находится в ожесточении по отношению к Иешуа. На их глазах до сих пор лежит покрывало, которое снимается Христом. Они до сих пор категорически отрицают, что Иешуа – это Машиах. Когда же ожесточение пройдет? Когда на небо войдет полное число язычников? Как говорит Павел, что ожесточение в Израиле до времени, пока войдет полное число язычников. И так или и тогда весь Израиль спасется. Как написано, придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова. И сей завет им от меня, когда сниму с них грехи их. Речь идет о времени второго пришествия Мессии, их Избавителя. А это и есть время последнего семилетия. Речь о том, что когда Христовы из всех народов будут восхищены, и Иешуа как Мессия будет открыт народу Израиля, только когда они увидят и примут, что Иешуа и есть Мессия, нечестие от Иакова будет отвращено. И с многими из народа Израиля, принявшими Иешуа как своего Мессию, будет утвержден завет Божий, и грехи с них будут сняты. Этого еще не произошло, а потому и пророчество, данное Даниилу о 77-летиях, еще до конца не исполнилось. Что же произошло и о чем сказано дальше в пророчестве Даниила о 70 седьминах?
В 25 и в 26 стихах 9 главы об этом сказано. Давайте сразу поймем, что речь в 25 и 26 стихах идет о 69 семилетиях. «Итак, знай и разумей, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, до Христа Владыки, 7 седьмин и 62 седьмины. И возвратится народ, и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена. И по истечении 62 седьмин предан будет смерти Христос, и не будет, а город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его будет как от наводнения, и до конца войны будут опустошения». Это законченный пророческий цикл, говорящий о 69 семилетиях. Чем заканчивается этот цикл? Разрушением Иерусалима и храма римским императором Титом в 70 году I века. Теперь давайте разберем, что произошло, как пророчество об этом исполнилось и в какие временные периоды. Семилетие Израиля или семилетние циклы как неделя, седьмина, как мы смотрели в первой таблице, идут от Рош аш-Шана до Рош аш-Шана, с осени до осени. Отсчет семилетий ведется от выхода слова о возвращении народа из Вавилонского плена и восстановлении Иерусалима. Мы можем рассматривать только одно повеление персидского царя Артаксеркса, который царствовал начиная с 465 года до нашей эры. То, которое было им дано Ездре на 7 году своего правления. Было еще одно повеление Неемии на 20 году его правления, но его рассматривать нельзя, потому что 20-й год правления Артаксеркса – это 445 год до нашей эры. Если к нему прибавить 69 семилетий или 483 года, то мы придем к 39 году I века. Но Мессия был предан смерти намного раньше. Поэтому подробно рассмотрим время повеления царя Артаксеркса, данное на 7 году его правления Ездре и описанное в 7 главе книги Ездры. Я сразу открою таблицу и рассмотрим, что там сказано. В 7 главе Ездры сказано: «После сих происшествий в царствование Артаксеркса, царя Персидского, Ездра вышел из Вавилона. С ним пошли в Иерусалим и некоторые сынов Израилевых, и из священников и левитов, в 7 год царя Артаксеркса. И пришел он в Иерусалим в 5-й месяц, в 7-й же год царя. Ибо в 1-й день 1-го месяца было начало выхода из Вавилона, и в 1-й день 5-го месяца он пришел в Иерусалим». Итак, царь Артаксеркс царствовал начиная с 465 года до нашей эры. Это выпадает на 3297 еврейский год. И это год Шмиты, как видно. 465 год до нашей эры – это 1-й год царя. 464 год – это 2-й год царя, 463 – это 3-й год царя и так далее. 459 год до нашей эры – это 7-й год царя. Таким образом, в 1-й месяц 7-го года правления Артаксеркса, это 1 Ниссана 3303 года или 4 марта 458 года до нашей эры, начало выхода Ездры из Вавилона. 1 числа 5 месяца или 1 ава 3303 года или 30 июня 458 года до нашей эры Ездра пришел в Иерусалим. Если 4 марта 458 года до нашей эры Ездра уже вышел из Вавилона, то повеление Артаксеркса было дано где-то в конце 459 года до нашей эры. С началом отсчета определились. Это конец 459 года до нашей эры. 3303 еврейский год, который шел с осени 459 до осени 458 года до нашей эры, был годом выхода повеления. И в подтверждение этому в хронике Иерусалима написано: 458 год до нашей эры, 3-я волна вавилонских репатриантов.
Алия Ездры. Теперь посчитаем сами семилетия. В этой таблице я скрыл, как идут все эти 69 семилетий и оставил только ключевые события на 7-й седьмине и 62-й седьмине. Как написано в пророчестве, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, до Христа Владыки 7 седьмин и 62 седьмины, и возвратится народ, и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена. Масорецкий текст говорит так: от выхода слова о возвращении и строительстве Иерусалима до помазанника вождя 7 семилетий и 62 семилетия, и возвратятся, и построят улицы, но в трудные времена. 7 семилетий проходит в 3352 еврейском году, или с осени 410 года до нашей эры до осени 409 года до нашей эры. В хронологии Иерусалима сказано: 410 год до нашей эры в Иерусалиме учреждается Великое Собрание. Первая часть пророчества исполнена. От повеления о возвращении народа и строительстве Иерусалима прошло 7 седьмин или 49 лет. Дальше, от этого периода отчитаем еще 62 седьмины или 434 года. Если к 3352 году прибавить 434 года, то получим 3786 еврейский год, который шел с осени 25 года до осени 26 года первого века. При переходе с годов до нашей эры к годам нашей эры надо прибавить единицу, потому что нулевой год отсутствует. То есть по прошествии 62 семилетий от первого этапа пророчества мы приходим к осени 25 года первого века. Это время, когда Иисус был крещен Иоанном в Иордане. О чем сказано? Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него. И крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и се отверзлись ему небеса. И увидел Иоанн Духа Божия, который сходил как голубь и не спускался на него. И се глас с небес глаголющий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Сам Бог засвидетельствовал о помазаннике Его, что именно Иешуа есть Сын Божий и Его помазанник, то есть Христос, Мессия. Что и сказано в пророчестве: с того времени, как выйдет повеление, до Христа, то есть до помазанника, 7 седьмин и 62 седьмины. Служение Иисуса как Мессии началось осенью, по всей вероятности в Суккот 25 года первого века, после того, как Он был крещен Иоанном. И в начале своего служения Он говорит слова пророка Исаии: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». Дух Господень был на помазаннике, на Мессии, на Иисусе Христе. От выхода повеления до помазанника, до Христа 69 семилетий. Этот этап пророчества тоже оканчивается. Оканчивается осенью 25 года первого века, когда Мессия начинает свое служение, которое продлится 3,5 года. Что же дальше? А дальше то, что Израиль не принял посланного к ним Мессию, отверг помазанника и предал его смерти, распяв на кресте. О чем говорит Петр народу Израиля? «Мужи израильские, Иисуса Назарея, мужа, засвидетельствованного вам от Бога, силами и чудесами, и знамениями, которые Бог сотворил через Него среди вас, как и сами знаете, сего по определенному совету и предвидению Божию преданного». То есть все это было по плану Божьему. Вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили. О чем мы и читаем дальше в пророчестве. Это 26 стих. «И по истечении 62 седьмин предан будет смерти Христос, и не будет, а город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет. И конец его будет как от наводнения, и до конца войны будут опустошения». В масорецком переводе сказано так: «следом за», то есть после, впоследствии,
62 прошедших семилетий предан будет смерти помазанник Христос и не будет. Возможно, это о нем сказано, что он будет отсутствовать, что на этом его первое пришествие оканчивается. То есть получается, как мы разобрали, что от повеления до Мессии 69 семилетий, когда Иешуа с осени 25 года, 1 века, начинает свое мессианское служение, которое продлилось 3,5 года, и евреи не принимают его, как он и говорил иудеям: «Я пришел во имя Отца моего, и не принимаете меня». И дальше пророчество еще продолжает, дает перспективу, а город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет. Что и произошло с Иерусалимом и храмом в 70 году 1 века, когда он был разрушен до основания римским императором Титом. Все, на этом моменте часть пророчества, описанная в 25 и 26 стихе, окончена. Что получается? От повеления Артаксеркса в 459 году до нашей эры до помазанника прошло 69 семилетий, или 483 года. Осенью, в Суккот 25 года 1 века, Иешуа, рожденный осенью 6 года до нашей эры, и которому на момент его крещения исполнилось 30 лет, начинает свое служение, которое продолжается 3,5 года. Осень 25 года, Иисусу 30 лет, начало служения Мессии. Осень 26 года, Иисусу 31 год, первый год служения Мессии. Осень 27 года, Иисусу 32 года, второй год служения Мессии. Осень 28 года, Иисусу 33 года, третий год служения Мессии. Весна 29 года, Иисусу 33,5 года, и оканчивается 3,5 года Его служения. То есть через 3,5 года после начала своего служения, в 29 году, Христос был предан смерти, а еще через 41 год, в 70 году, Иерусалим и храм были разрушены. Все, 25 и 26 стих пророчества мы прошли. После разрушения Иерусалима и храма народ Израиля был рассеян по всей земле, и государство Израиль не существовало до мая 1948 года. Говорим дальше о пророчестве. После длительного перерыва, почти в 2000 лет, наступит последнее семилетие, в котором Иешуа будет открыт народу Израиля, как их Мессия, и они воззрят на Него, которого пронзили. Что же происходит все это долгое время? После своего воскресения Иисус еще 40 дней был на земле, и перед Шавуотом 29 года вознесся к Отцу. В Шавуот или Пятидесятницу началось время Церкви, лето Господне благоприятное, о котором и говорил Иисус. Время, предназначенное для спасения кровью Иисуса Христа людей из всех народов. Как Павел говорит, что от падения Израиля спасение язычникам. Вот как может выглядеть все пророчество о 70 седьминах. 25 и 26 стих 9 главы. Повеление 459 год до нашей эры, плюс 49 лет до восстановления Иерусалима, плюс 434 года до Христа. После этого, через 3,5 года, смерть Христа. В 70 году разрушение Иерусалима. На этом 25 и 26 стих пророчества исполнен. 27 стих описывает последнее семилетие, которое наступит после долгого перерыва, который есть время Церкви. И утвердит завет для многих одна седьмина, а в половине седьмины прекратится жертвоприношение, и на крыле святилища будет мерзость запустения, и окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя. Завет Бога с Израилем будет утвержден во время последней седьмины, последних 7 лет, когда окончится время Церкви, и все, кто во Христе, из всех народов будут восхищены. Тогда Иешуа, как Мессия, будет открыт народу Израиля. Войдет полное число язычников, и тогда Израиль, принявший Иешуа, спасется. Я знаю, что многие говорят о том и понимают так, что это Антихрист заключит мирный договор с Израилем, а в половине седьмины его расторгнет, объявит себя Богом и воссядет в восстановленном храме как Бог.
Но я совершенно не придерживаюсь такого понимания. А слова «и утвердит завет для многих одна седьмина» понимаю так, что во время последней седьмины, когда Иешуа будет открыт Израилю, Бог утвердит завет со многими из народа, которые примут его, примут Иешуа как своего Мессию. Как сказано, «И сей завет им от меня, когда сниму с них грехи их». Что касается слов, что в половине последней седьмины прекратится жертва и приношение, и на крыле будет мерзость запустения, я понимаю так. Сначала скажу о первой части этой фразы. В греческом переводе она переведена так: «А в половине седьмины будет взята моя жертва». Что может говорить о том, что два свидетеля, убитые зверем в середине седьмины, оживут и взойдут на небо на облаке? О чем говорит книга Откровения? И я думаю, что вместе с ними войдут и 144 тысячи сынов Израиля. Вторая часть фразы, что в половине седьмины на крыле будет мерзость запустения, может говорить о том, что к половине седьмины на святом месте в Иерусалиме будет построен храм, объединяющий все религии мира. Что такое мерзость запустения? Это храм, в котором отсутствует Божья слава, Божья шхина. Это место, в котором нет Божьего присутствия. Что сказано о мерзости запустения? Даниил говорит в 12 главе, что со времени прекращения ежедневной жертвы и поставления мерзости запустения пройдет 1290 дней. Блажен, кто ожидает, и достигнет 1335 дней. И эти его слова можно понять так, что со времени разрушения Иерусалима и второго храма в 70 году I века ежедневные жертвы были прекращены. А в 691 году на святом месте храма, на Храмовой горе, была поставлена мечеть Купол скалы, которая и может быть названа мерзостью запустения. От времени поставления мерзости запустения пройдет 1290 лет. Этот первый отрезок приводит к 1980 году, когда евреи провозгласили Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля. Второй отрезок, 1335 лет, приводит к 2026 году, который приходится на середину 70-й седьмины. Это время, когда на месте купола скалы может быть поставлена другая мерзость запустения – храм, объединяющий все мировые религии. Возможно, об этой мерзости запустения говорит Иисус в 24 главе Матфея. «Когда увидите мерзость запустения, стоящую на святом месте, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы». Почему сказано «блажен, кто ожидает» и достигнет 1335 дней? Потому что в половине седьмины, которая может выпадать на Песах 2026 года, настоящий Божий храм, где будет полнота Его присутствия и вся слава Его, откроется на небе, о чем сказано в конце 11 главы Откровения. «И отверзся храм Божий на небе, и явился ковчег завета Его в храме Его». В половине последней седьмины завет Бога с Израилем, принявшим Иешуа, будет утвержден. Храм Божий отверзся на небе. Вот такие непростые размышления о пророчестве Даниила, которые говорят о том, что 70 седьмин определены для народа Израиля и святого города Иерусалим, чтобы покрыто было их преступление, запечатаны были их грехи и заглажены их беззакония, и чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были видения и пророчества, и помазан был Святой Святых. И очень надеюсь, что то, что сказано, укрепит нас в понимании того, что семилетия идут от осени до осени, с Рош ха-Шана до Рош ха-Шана. И последнее семилетие, возможно, началось с конца сентября этого года. После него был Йом-Кипур, когда все решения были приняты. А в Суккот может произойти восхищение всех, кто будет найден Духом Божьим достойным, тех, в ком жил и царствовал сам Христос. А через 7 лет по окончании седьмины в Рош ха-Шана то же самое произойдет с Израилем. Будет Йом-Кипур, когда все решения будут приняты, и будет Суккот, когда Бог соберет свой последний урожай от Израиля.
последние будут первыми, и первые будут последними. Ведь есть 3 праздника сбора урожая. Песах – праздник начала жатвы ячменя. Агнец, Иисус, есть первенец из мертвых. Шавуот – это праздник начала жатвы пшеницы и сбора других плодов. С Шавуота 29 года начался сбор на небе этих плодов. Души всех, кто умирал во Христе, собирались там. Суккот – это праздник окончания сбора урожая. В Суккот 2022 года восхищение Христовых из всех народов, когда грядущий Господь, умерших в Иисусе, начиная с того Шавуота, приведет с Ним. Мертвые во Христе воскреснут прежде, живые во Христе изменятся, и все вместе будут восхищены. В Суккот 29 года будет последняя жатва от Израиля, о которой сказано: «И пошлет ангелов своих, и соберут избранных его от 4 ветров». Это окончание сбора урожая. Но мы сегодня, все те, кто во Христе, все те, кто со всей любовью и верой ожидает своего Спасителя и жениха, кто ожидает восхищения и встречи с Ним, находимся, на мой взгляд, и на мою веру, на пороге этого чудесного события. Буду очень рад, если эти долгие размышления не запутали вас, но дали ясность в понимании пророчества о 70 седминах, предназначенных для Израиля, и привели вас к пониманию того, на каком этапе мы сегодня стоим. Будьте благословенны и не переставайте ждать нашего Господа и верить. Господь грядет. Маранафа. До встречи.